Рада приветствовать на своем канале своих подписчиков и новых зрителей. 24 января я выпустила видео о своем черенковании гортензий 3 способами. Вопросов возникла тьма тьмущая. Вот бы мне кто-то показал, что и как делать хотя бы год или 2 года назад. Тогда на моем участке росло не 12 собственно начеренкованных кустов гортензий и 5 штамбов, а все, которые я загубила по неопытности. На самом деле места мне, конечно же, не хватило бы в саду, и все приходит к нам именно тогда, когда надо. И опыт тоже. Сегодня расскажу еще раз и сакцентирую ваше внимание, как поливать черенки гортензий. Это на самом деле делать строго запрещено. Гортензии от переувлажнения повянут и полягут. В каком режиме подсвечивать, про опрыскивание гортензий, молодых черенков, как их гулять, чем кормить и когда, как начинать приучать к большому и сложному миру, насколько нам надо открывать мини-теплички и как. А еще поделюсь, от какого способа черенкования я откажусь, по каким причинам и почему. Это мое решение. Каждый делает свой выбор сам. Каким способом у него получается быстрее, или какой процент выживаемости больше, или просто нравится какой-то способ и им получается лучше. Я свой выбор сделала, а вы сравнивайте и определяйтесь. Работают все 3 способа черенкования. Я проверила. Покажу свои молодые черенки и контейнеры, в которых они стоят. Возможно, многим эта информация поможет провести свою работу над ошибками. У вас все получится. Ведь у многих получилось, у меня получилось, значит получится и у вас. Мои гортензии еще, конечно, не цветут, но идут к этому семимильными шагами. Я удивлена даже результатами. Первый год у меня многие уже с корнями молоденькие гортензии, которые я укореняла в теплице, в конце мая, приученные к воздуху, погибли из-за перелива. Это я сейчас поняла уже. Повяли листики и все. Я думала, им не хватает влаги, рассвянут. Гортензии же полив любят. Начиталась умных статей. И я их поливаю через день. А им все хуже и хуже. В горшочках стояли в маленьких. Что почему, не пойму. Решила, будь что будет, пересажу их в землю на клумбу. И что вы думаете? Они спаслись от моей заботы. И половина даже выжила. Я покажу именно эти стойкие кустики, первые на моем участке, когда будем гулять с вами по саду. Скоро уже февральская прогулка будет. Ну а мы начинаем. 3 способа, результаты спустя 3 недели. Больших прогрессов мы не видим, но корни уже есть. Смотрите. Добрый день еще раз на моем канале и от моих гортензий. Сегодня у меня не получилось снять видео обрезки гортензий. У нас такой ветер на улице, что просто ого-го, унесет, не слышно ничего. Хотела еще подождать, показать вам, как подрастут еще немножко гортензий, потому что много скептичных таких вопросов, но я их отчасти даже могу и понять. Я сама сколько раз пытаюсь что-то сделать с этими гортензиями, а они вянут, сохнут, чахнут и ничего не получается. Сегодня я расскажу, повторюсь, результаты промежуточные 3 моих экспериментов. Не экспериментов, я уже так укореняла, но я вот в этом году разобрала, почему же много ошибок возникает. Может быть, что-то вам поможет понять, что вы делаете не так, и у вас получится, и у меня получилось.
И расскажу, знаете, что я от одного способа решила отказаться полностью. Это, наверное, кому-то не понравится, но это мой выбор. Так черенковать гортензию я больше не буду. Расскажу почему и как. Ну, начнем. Значит, если вы смотрели первое мое видео, классический способ черенкования гортензий, это нарезание черенков. Ну, вот таким способом, сантиметр отверху вниз. Это Мишка, кстати. Макаем в корневин и ставим в горшочки. Я ставила по несколько штук из-за экономии места. Вообще в питомниках это любимый способ во всех питомниках так черенковать. Почему я знаю, что это таким образом черенкованное? Потому что Мишку я в основном укореняла сразу в земле. Значит, вот он, небольшие приросты, но он уже пошел в рост. Я вам покажу почему. Первый признак: стали удлиняться вот эти вот веточки. Вот эти пошли в рост. Листиков может быть еще и не так много, они стали раскрываться, но удлиняются сами веточки, значит укоренение пошло. Плюсом этого метода является то, что делать в основном ничего и не надо. Опрыскиваете раз в день, ну, смотря от того, какая температура у вас в доме. Вот это обрезать надо было вот так. Много мы оставили. Это тоже Мишка, видите? Плюсом. И они постепенно стоят под лампами и укореняются. Вот этот метод тоже наглядно виден. Видите, 3 сразу росточка пошло. Минусом этого метода является то, что долговато. Вот эти малыши, они у меня стояли 1,5 месяца, раскрылись почки только. Сейчас я вам покажу. Вообще принесу молоденькие, где-то я поставила. Ну, или вот на этом разберем. Кстати, тут видите, интересно, 4 сразу росточка пошло этим же методом. Стоят они в тепличных условиях, то есть никакого движения воздуха, никакого сырого, сухого воздуха, повышения колебания температур нет. Мы периодически их просто опрыскиваем пульверизатором и все. Из минусов то, что долго. Для меня долго. 1,5 месяца ждать, чтобы проснулись вот такусенькие. Я даже не взяла. Почки только просыпаются. Медленно. Медленный способ. Ну, вот эти вот одного возраста гортензии. Видите? Одного возраста. По размеру, ну ладно, по размеру черенков, по тому, как они наросли, по скорости и по качеству. Ну, эти будут неплохие, тоже черенки, кстати, гортензии. Вот из минусов является только то, что долго. А мы же все хотим, чтобы быстро. Чтобы быстро. Корни показать тут я не могу. Тут я их еще не увидела. Ну, просили показать. Я на другом способе покажу. Там уже видны корни. Выдергивать их я не буду. Все им отлично. Я, может быть, через месяц еще видео, когда лес уже тут такой будет, покажу. А корни покажу сейчас другим способом. Я черенковала. И там уже видны результаты и корни.
Вот я вам принесла. Стоят они у меня вот в таких горшках, накрыты крышками. И вот у них появляются только листики, и я их рассаживаю. Мы, конечно, травмируем и корни, и все тут. Но из-за нехватки места так. Вот я вчера уже рассадила пару. Что это за сорт? Это Silver Dollar. Белая красивая гортензия. Стоят они сейчас тоже не под такими, конечно, крышками, а в пластиковых контейнерах, укрытые. Покажу вам. Так, убираю горшок. И нарастает. Нарастает медленно, но уверенно. Второй способ. Помните, я ставила вот так вот в баночку. Вот в такую баночку ивовые веточки. И они укоренялись. Нарезала их для зеленого черенкования почкой. Решила в этом году такой эксперимент. Но это не эксперимент. Я зеленой почкой в прошлом году крупнолистные гортензии черенковала. И у меня и высадила их уже осенью. Да, они принялись, эти зеленые веточки одревесневели. Я их высадила рядом с кустом, и они сейчас укрытые на улице коробом. Сорт гортензии «Бесконечное лето». Я буду кормить в этом году сульфатом алюминия, чтобы они были голубые. Но это другая история. В общем, зеленой почкой я черенковала. Ну, как бы результат... Ну, я не буду ничего плохого говорить, просто медленный результат. И подойдем к этому способу. Значит, для чего я веточки ставила? Веточки я ставила вот такие. Вот они, длинненькие. Тут я уже обрезала вот эту. Она вообще была у меня полметра. Значит, вначале про плюсы. Я поставила их. Они пустили, когда я вытащила почки, решила посмотреть, ну, вытащить. И увидела, что они калюс дали. Вот такое, видите? Это, кстати, гортензия Фрейс Мельба. Фрейс Мельба, Ванила Фрейс и Мишка лучше всего. А вот, смотрите. Вот это уже идет калюс, то есть корешки у череночка нашего. Видно, если так видно, не фокусировать немножко. Ну вот, я посмотрела, значит, на эту веточку, но тут она еще постояла, не дала у меня, этих листиков не открылись. И мне стало жалко обламывать ее почки эти зеленые. Я их воткнула. Это, конечно, зрелище несуразное такое. И правильно вы писали, что надо было ее тут обрезать, тут то ли глубже больше горшок брать. В общем, ну, я оставила так. И благополучно они укоренились все. То есть вот этот калюс что дал? Корни идут сразу. Сразу мы не ждем, как в первом случае, пока они в землю там начнут в самой земле уже получать влагу и калюс давать и зачаточные корни. А вот в этом случае сразу пошли корешки. Они у меня тоже стоят в полутепличных условиях. Несколько раз в день я их открываю, проветриваю, брызгаю. И вот она крепенькая. Вот. Решила, значит, я их посадила, промучилась, поломала. У 6 вот туда-сюда двигаешь, поломала вот эти веточки. Положила их вот сюда, думаю, ладно, корни мне будете давать. Вот они валяются, одни вянут, другие выживают с переменным успехом, в общем. Осталось 5
по-моему, вот таких длиннючих веточек. Но я уже, честно говоря, и не рада. Их никуда не поставишь, они такие большие. Ну вот еще. Такая она длинненькая, а ей надо еще условия создать, чтобы она укоренилась. Но укоренение уже пошло. Я вам пообещала показать ее корни. Вот они в горшочке уже даже видны. Я ее засунула очень глубоко, поэтому получается, что на дне. Вон они. Видите? Тут. Вот еще. На дне вот эта вся история корневая пошла, а не в середине горшочка где-то. Ну, вон там развивается корневая система. Так, переворачивать не буду, бо сыпется уже. Все. Способ этот работает. Что я хочу сказать? Работает, наверное, раза в 2 быстрее, чем вот такой, вот такой. Черенкование наше обычное, чем вот такой способ. Эти уже тоже пошли на укоренение. Видите, веточки удлиняются. Я, недолго думая, понарезала веточек, поставила с ивой. Думаю, не буду я в землю с корневином, поставлю с ивой. Вот они, это уже новые, я вам показала. Все, сейчас с вами поговорю тут, обрежу вот это вот так, внизу немножко, потому что все-таки длинные горшочки надо. И все. И через неделю под лампы укрою. И через неделю у нас будет уже вот такая красота. Этот способ мне понравился очень. Видите, как бы не было бы счастья, да несчастье помогло. Укоренились веточки для зеленого черенкования. Они, конечно, уже самые большие. И вот одну я отрезала, верхушку срезала, но она, слава богу, была не совсем тонкая. Вот сравнить, если вот это и вот это потолще. И смотрите, какой прогресс. Тут я уже заметила, она соцветия формирует. Вы представляете? Вот вам этот и способ. Эту я заглубляла вот так вот, только наполовину. Поэтому получается у нее корни еще там где-то в серединке. Но даже не знаете, соцветия оставлю, может быть, ради интереса посмотрю. У меня первый раз за 2 месяца выросла, укоренилась, дала побеги и заложила даже соцветие гортензия. Первый раз. Стоит она у меня в контейнере. Я покажу, в каком они стоят контейнере. Их у меня 2. В одном более выше, в другом ниже. И нарастают. Раз в день я их брызгаю. Ненадолго, но не переувлажнять. Видите, кончики, если переувлажнишь, тут немножко. Вот, тоже в рост пошли, хорошо видно. Удлиняются веточки, значит, все хорошо. Что хотела я еще сказать? Вот в этом случае, видите, только один проснулся. Одна веточка, ну пусть будет. Что хочу сказать, этот способ мне понравился больше, чем черенкование классическое в питомниках первым способом делают. Ну и про третий способ, когда мы обламываем почку полураспустившуюся, ну вот такую почку уже можно обломать. Я вам рассказывала, вот так вот обламываете ее с кусочком коры, ложите прям. Земля очень, видите, какая рыхлая, она вообще не утрамбованная. Про землю я рассказывала, когда пикировала петунии. Сейчас видео закреплю. Когда пикировали петунии, просто насыпайте землю не утрамбованную, заглубляйте черенок и брызгаете. Все.
Больше ничего делать не надо. И третий способ, когда мы, значит, эту почку обломали, положили, я вам показывала много вот такусеньких зеленых почечек, лежат, их брызгаешь, черенкование почкой называется, и они пускают корни. Ну вот, в моем случае, значит, лежали они, лежали, пока не пропали. Брызгаю я их регулярно, так же как и эти. Вот этот обломанный мною черенок. В общем, не укоренился. Нет, один где-то укоренился. Я его, честно говоря, найти не могу, где он у меня среди этих всех не нашла я. Один укоренился где-то. Эти я оставила, честно говоря, чтобы вам показать. Способ работает, укореняются. У меня, я рассказывала в прошлом году, крупнолистные несколько кустиков. Вот они наросли, такие веточки у них. И в зиму ушли, одревесневели вот эти зеленые веточки. Ну, у крупнолистной. И вот такие малепусенькие я их засунула в землю под куст. Там, где мамкин куст. И они там зимуют. Посмотрим, как получилось. Этот способ работает. Я, конечно, никого не хочу обидеть. Но такие танцы с бубнами – это не для меня. Конечно, если вы за все деньги мира раздобыли веточку там с 3 почками какой-то невероятно дорогущей гортензии, ну, честно скажу, может быть, это еще и не она будет, это надо проверить, потому что перепутать проще простого. Все подписывать надо четко. Тогда, возможно, у вас есть шанс почками ее размножить, из одной веточки сделать 3. Но по моему опыту процент будет меньше, чем от укоренения вот таким способом. Разрежьте в эту веточку на 2, на 3 череночка, да даже на 2. Вот у вас уже на осень, на какую осень? На весну будет кустик, который зацветет. Вы убедитесь в правильности сорта. А вот такое чудо, но оно может быть и зацветет, а может и не зацветет. Целый год вы будете ждать, пока древесневеет, пока кустик нарастет. Ну, мое мнение такое. Я сильно долго не люблю с растениями, понимаете, выживет, не выживет. Я сторонник того, хочешь ты в этом мире быть, значит будь. Не хочешь ты в этом мире быть, значит всегда найдется другой, кто тебя заменит. Незаменимых нету. Я остановила свой выбор на втором способе. И им буду черенковать. Ну, чтобы не быть голословной, у меня таких черенков уже около 150. Наверное, зачем? Не спрашивайте меня. Сейчас вам вот покажу в контейнере. Вот стоят они. Вот в таком пластиковом контейнере они у меня стоят. Периодически открываю. Вот для съемок открыла. Сейчас побрызгаю, закрою. На час, на 2, на 3. Стоят под лампами 12 на 12. Да и то, кто стоит, а кому места не хватило, просто вот так на окошке стоят. Ну, вот такие мои промежуточные результаты. Я вам
еще через месяц, через 1,5 месяца покажу. Я их буду в теплицу уже все переносить, потому что дома места нету совершенно. Еще хотела показать клематис у меня. Смотрите, укореняется клематис. Вот этот способ, я с клематисами вообще только учусь. У меня 4 клематиса на участке. И я решила с ивой поставить тоже. Нашла под снегом, такие нарезала их. Они недельку постояли, дали почку. Вот это уже 2-я неделя у него. Да, на 2-ю неделю. Вот этот 2-ю неделю, этот уже 3-ю. Или 2,5. В общем, я не знаю почему, но этот тронулся в рост. Стоит вместе с гортензиями под подсветкой 12 на 12. Почва очень рыхлая. Ну, клематисы, я читала, их вообще нельзя переувлажнять. Они как бы и любят влагу, но застой воды не любят. Ну, в общем, факт тот, что у меня клематис с ивой укоренился. И гортензии все укоренились. Вот ива пускает корни, еще раз повторяю, и она стимулирует наши росточки к выпусканию корней. Вот к такому. Вот этот уже 100% надо сажать, не передержать их. Попробовала, знаете что, думаю, если 3 веточки ивы, и они через 2 недели калюс уже у них есть, а если я 10 веточек ивы поставлю, но это не вариант, портится вода, поэтому как бы без фанатизма надо. Ив осторожненько, а вот этой будем ждать. Это ванила. Вот ванила, мишка, фантом и лаймлайт лучше всего и быстрее всего реагируют на наши вот эти эксперименты. Значит, для всех, у кого не получается, вянут листики, это переувлажнение. Поливать наши стаканчики или горшочки, поливать в прямом смысле из лейки не надо вообще. Поливать не надо. Надо опрыскивать. И то издалека, чтобы мелкий, парообразный такой капельный им фон создавать, как в теплице. Пшикалки были в магазине. Я вот, кстати, вчера была в магазине, купила 5 кактусов, посадила. Они такие красивые. Я, может быть, вам когда-нибудь покажу. У меня длинное кашпо такое. И кактусы растут как ненормальные. 2 года назад посадила. 50 сантиметров один уже вымахал. Ну, то я про кактусы. Я там сняла опоры, кстати, для гортензий. Покажу вам в следующем видео, какие надо применять. Так вот, когда ходила между рядами, там стоит датчик. И с промежутком там полчаса или сколько мы ходили, 2 раза он включался. Под потолком парообразователь. Вот таким водяным паром все растения, чтобы они так у них поливаются, через листья идет питание. Так вот, поливать вот эти я не поливаю, я их совсем не поливаю, я только опрыскиваю. И опять же, хорошие лампы, температурный режим и проветривать. Все время стоять им запертым в этих контейнерах нельзя. Они там портятся, земля, наверное, начнется, я не знаю. Такие эксперименты делать не хочу. Ну вот, что промежуточный результат вот такой. Меня он 100% устроил. Ну, вот эти танцы с бубном, вот с этой формой черенкования меня немного расстроили, вот с этой. Ну, а с другой стороны, мы все лучших путей ищем, правильно? А кому как подходит? У кого-то, может быть, получается зеленой почкой на раз, два, три. И им нравится 2 года ждать, пока хотя бы вот такой вот нарастет, отдревесневевший. Они его потом обрезают, они пускают почки. Ну, в общем, выбирать вам. Это мой результат. Я довольна как слон. Чего и вам желаю, чтобы у вас все получилось вашим
методом, вашим способом у вас все получится. У меня вот даже клематис, никогда не думала. Я думала, это вообще такой высший пилотаж. Ну, посмотрю. Если получится, я еще накуплю, буду клематисы черенковать таким способом. Вот такие дела. Всем всего хорошего. Будет еще много интересных видео. Будем сажать еще аллею вот из этих гортензий. Ну, не из этих прямо. Вот эти длинненькие, я не знаю даже, куда их. Ну, они хорошенькие. Ну, то ли штамп из них. Их надо, во-первых, опору. На улицу их страшно высаживать. Буду в горшке их до пол-лета держать. Сколько у меня там их штук. Где-то на видном месте, в тенечке, чтобы проливать. А вот из таких мы будем сажать аллею. Одного сорта выберу. Это опять мишка. Ну, вы представляете, мишка, полярный медведь, лучше всего укореняется. Ну все, покажу вам еще через 1,5 месяца или через 2, через 1,5, когда их понесу в теплицу, уже наши кусты. У вас все получится, получится. И мое пожелание такое, что если уже там дохнет росточек, не надо его пытаться реанимировать. Не нравится ему тут, и все. Ну, это мое такое мнение. Всего хорошего.